Друзья, я приехал в Армению, меня встретил Ара и вещаю из чудесного отеля, где уже мы останавливались с группой на весеннем пленэре. Прошло месяцев 5 уже, наверное, да? И сейчас осенняя пора, и чудесный класс обещает быть. Мы с Арой обсудили сейчас еще раз, прошли по программе, которая будет. Я записываю это видео 30 числа, вы его увидите завтра, 1 числа. И в этот день мы будем с группой гулять по Еревану. Мы пойдем в музей Сарьяна, познакомимся с красотами города. И я обещаю, что поснимаю для вас этот день, первый день в Ереване. Первый день класса. Он будет свободный, ознакомительный. И это очень важно, сходить в музей большого художника Мартироса Сарьяна, чтобы вдохновиться яркими цветами на его полотнах. И это, я надеюсь, поможет нам быть на этом классе более свободными, и каждый из нас продвинется еще на одну ступень мастерства. Очередной юзер. Спасибо вам за интересные комментарии. Удачи в поездке. Спасибо. Прекрасных работ и впечатлений. Вопрос. Пишу масляной пастелью. Пробую другими материалами. Опять возвращаюсь к масляной пастели. Очень ярко, красочно. Пишу, как по-вашему это... пишу красочно. Как по-вашему это можно считать живописью или это все-таки графика? Думаю, что живопись это же... масляная. Вообще пастель – это живопись, потому что мелки фактически заменяют собой цвета. Они уже готовые. Нам не нужно делать замесы, как это в масляных красках. А берешь готовый цвет, мелки и начинаешь работать. Масляная пастель – не мой материал, сразу скажу, но я встречал художников, которые добиваются потрясающих результатов в этом материале. Так что успехов вам! Добрый день, Вячеслав. Хочу спросить, как вы оцениваете свои работы? Меня в последнее время не раз упрекали в том, что я свои дешево продаю. Вы знаете, бывают такие периоды, например, у того же Врубеля Михаила Александровича, когда он продавал свои работы за копейки, кушать нечего было. А потом настал период, когда они стоили очень дорого. Это зависит от того, есть ли у вас подушка безопасности или нет. Так что нужно вообще понять человека, который, я не знаю, за десятку, за копейки продает шедевры зачастую. И такие художники сейчас есть, они этим живут. Но что поделать, если рынок такой сейчас, никакой в России. Художник в этом смысле зависим от рынка. Поэтому, дешево, значит дешево. Придет время, когда вы почувствуете, вы это почувствуете. Достаточно 1, 2, 3 продажи серьезных людей, вы это увидите. Вы увидите свои работы по отношению к другим. И ведь очень важно и не продешевить, и если они действительно ценны, адекватно оценивать уровень своих работ. Уровень всегда меняется, поэтому цены растут. Но если ты почувствовал уровень, хорошо, история про Бато. Он мне сказал так: 8 лет не было ни одной продажи. Он поднял цены на свои работы, они действительно дорогие. Нужна готовность к этому. Ни одной продажи. От меня отказались все галереи, все коллекционеры начали крутить у виска. 8 лет. Но я расписывал соборы, храмы и благодаря этим росписям, заказам жил. Но создавал коллекцию. То есть, если вы почувствовали уровень, что он достоин хорошей цены, спросите себя, готовы ли вы 8, 10, 15 лет ждать. Или нужно тогда идти в ногу с рынком. Бывает так, что дешево, ничего не поделаешь. Как я оцениваю, вы спрашиваете. Цена меняется. Это зависит от покупателей и от продаж. Если они начали случаться чаще и выходят к тебе достойные, такие, которые понимают, что ты делаешь, то от этого зависит цена. Я не буду называть цен, но вы просто... Главное, чтобы вы почувствовали сами
и не продавали бриллианты задешево, как стекляшки. Если это бриллианты, тут все дело в этом, в адекватности оценки своего труда и своего качества. Но, согласитесь, бывают такие, которые неадекватно оценивают и задирают, не знаю, 50 тысяч долларов, а там ничего нет вообще. Ну, естественно, мы знаем такие варианты, и у каждого художника свой путь, и будем уважать всех, всех коллег по цеху. Вероятно, вы пользовались акриловым грунтом, занимались грунтовкой холстов. Ну, по части нет, не очень люблю я акриловый грунт, да совсем не люблю. Как сохранить остатки грунта от высыхания? Да воды налейте, да и все. Ведь во вскрытую банку уже попал воздух. Воды налейте и иногда поглядывайте, чтобы вода там была, перемешивайте. Или все не так печально? Не печально. Купила банку грунта, знаю, что использую не все, и теперь не открываю, не грунтую и не рисую. Потому что жалко, остатки пропадут. Ну, если на тарелке, например, остались остатки, ну, уже наелись, а завтра вы уже не будете, свеженького хочется. Ну, что ж теперь, ведро в мусорное. Не надо ничего жалеть. Собачкам отдайте, кошечке. Так и с грунтом. Водички налейте, и никуда ничего не пропадет. Он же на воде, акриловый грунт. Господи, свет. Дана. Всегда было интересно, как старые мастера выбирали такие сложные сюжеты для своих картин. Тот же арест пропагандиста, который вы упомянули, и множество других из музеев. Раньше же не было, Дана, телевизора. Вы представляете? Картина была окном в мир. Новости такие, газета. В газете, наверное, фотографии еще не печатали, просто тексты. Представляете, картина. Это целое событие. Съезжался весь город, чтобы посмотреть. Тем более Репинская арест пропагандиста. Это очень серьезная в те времена была заявочка. У Серова тоже расстрел 1905 года. Ну, сюжеты, они же вот на поверхности. Ничего не меняется. Сюжеты одни и те же. Ну, на пленэры вообще не получается. Пока смешаешь, погода поменялась. Ну и что же поменялось? Ну и еще раз замешать. Прям так, такая опасность, что погода поменялась. Но на море, вот в Гурзуфе я пишу, она меняется 10 раз на дню. Да что 10? 20, наверное. Более того, ты делаешь замес, посмотрел на палитру, только взглянул опять в природу, там уже другой. И что теперь, не писать, что ли? Еще интереснее даже, когда все меняется. Потому что, во-первых, не пишите на больших форматах погоду, которая меняется. Лучше несколько на маленьких, успевая за переменное состояние. Пусть это будет хоть 1 минута, но вы за минуту успеете же схватить состояние. Ну хорошо, 2, ну 10. Ну и таких десяток наделаете. 10 на 10 сколько будет? 40 на 40, руб 40, значит, будет 100 минут, 1:40 на пленэры. Да разве может что-то сравниться с пленэром? Для художника это счастье, когда есть живая природа, потому что, ну, это источник действительно вдохновения. Разве вдохновляют дома, я не знаю, вот это даже источник вдохновения, это живое. А дома фотокарточки не вдохновляют. Ты посмотрел, ты написал, ты пришел домой, осталось впечатление, пожалуйста, сочиняй, что хочешь, оно осталось. Даже годы пройдут, оно у тебя все равно осталось будет. Но сделал фотографии для того, чтобы посмотреть, какие детали. А вот это состояние того момента, оно в тебе все равно остается. Добрый день, я вышла на пленэрную работу с 5 красками. Охра, английская красная, синий спектральный, умбра и индиго. И все прекрасно получилось. Особенно интересно было делать замесы и искать нужные цвета. Вот умница. Теперь беру минимум красок, результат стал лучше. Вы представляете? Вот вам пример. Нет, к сожалению, имени. Но когда юзер, я не всегда пишу эти вопросы
Потому что, ну что вы с юзером не можете справиться? Наберите в YouTube, как избавиться от, как он называется, от псевдонима в YouTube. И вам сразу 2 минуты вы потратите, и не будет никакого юзера. Грога Наталья. Здравствуйте, Слава. Я все еще не нашла тянущий грунт. У нас в магазине знать не знают, что я имею в виду. Имею в виду, наверное, за границей. Пожалуйста, покажите, как вы, чем грунтуете холст. Ну, что же это все-таки является живописью? Ой, вопрос какой. Какой картине можно сказать «да», это живописно написано? И что значит живописно? Я не имею в виду ни пояснения в инете, ни то, что заходит картина. Мне хочется узнать, почему живописно, что является живописью. Да, но по поводу грунтуете холст, я грунтую водоэмульсионной краской. Спрашивайте в иностранных своих магазинах, что это такое. Сейчас везде акриловая краска, но кто-то, посоветуйте, друзья, кто-то где-то там находил какую-то водоэмульсионную за рубежом. У нас она называется латексная водно-дисперсная краска. За рубежом не знаю. Так, что такое живопись? Друзья, включайтесь. Я требую помощь зала. Что такое живописно, что не живописно. Налетай, торопись, покупай. Живопись, да? Никакого модернизма, никакого абстракционизма. Защищает стены от плесени и ноги от ревматизма, да? Ну вот видите, для кого-то была эта живопись, лубок такой, да? Люди же покупали и покупают и сейчас. Зайдешь, вот, смотрите, заходите в первый попавшийся дом, ну, к друзьям. Ну, если не ковры висят, ну, где-то какие-то репродукции висят, посмотрите, что висит на стенах. А некоторые покупают живые работы, ну, такие вот, которые... И вот смотри, это их вкус. Температура по больнице 40 градусов, то есть больные все. Но это же вкус такой, ну, что поделаешь. Так что лучше на стены не смотреть. Но для них это живопись. И у меня дома, когда я был мальчиком, висели репродукции. Репродукции, да, дешево стоили. Ну, там был, правда, Шишкин, лес. И вот интересное впечатление. Я и не очень на него смотрел, потому что не живое все. Натуральная картина Шишкина хороша, но репродукция была ужасна. Что такое живопись? Давайте мы еще отложим эту тему. Но я хочу у вас сначала спросить. Вот напишите в нескольких, я не знаю, в 3 предложениях, в 5, что, по-вашему, живописно, а что не живописно. Здесь есть заковыка. Я хочу продолжить, потому что вот зачитать некоторые ваши ответы, и это будет очень интересным предметом для разговора о живописи, что есть, что нет. Договорились? Но не забудьте отметиться в журнале, поставить лайки и подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Скидка в 50% на все уроки сейчас. 10 дней целых работает. Заходите в школу. Это вам подарок и домашнее задание. Потому что пока я тут в отлучке, пока я тут занимаюсь со студентами, вы проработаете все, какой-то 1-2 урока, и пришлите мне на разбор то, что сделали. После этого ролика будет прямая ссылка еще на одно кино. Называется «Красота намека в живописи». Ну, счастливо, пока.